Сегодня у нас на разборе компания Brainsway. Мы проведем подробный анализ компании, которая, на наш взгляд, находится в очень интересной точке своего развития в секторе нейромодуляции. Начнем, пожалуй, с такой яркой аналогии. Brainsway все чаще сравнивают с Tesla. И знаете, не без оснований. Их технология действительно может перевернуть игру в своей области. Чтобы понять, в чем здесь инвестиционная идея, нужно сначала разобраться в самой технологии. Что такого особенного делает Brainsway, чего не могут другие? Так вот, в основе всего лежит их запатентованная технология DeepTMS. Если говорить просто, она позволяет достучаться до таких глубоких участков мозга, куда конкуренты без скальпеля добраться просто не в состоянии. Хорошо, технология прорывная. Но как на этом построить устойчивый бизнес? Давайте посмотрим, как они превратили это в настоящую финансовую крепость с постоянным доходом. И вот здесь ключевой поворот. Brainsway ушла от модели «продал и забыл» к лизингу. Для инвестора это музыка для ушей. Вместо разовых продаж — стабильный, предсказуемый денежный поток каждый год. Это делает бизнес гораздо более надежным. Вот этот слайд отлично показывает разницу. Технология Brainsway, скажем так, работает вглубь, достигая самых корней проблемы в нейронных сетях. Это критически важно для сложных расстройств вроде ОКР, по которому у них, кстати, есть одобрение FDA. Конкуренты же, по сути, работают только на поверхности. А если взглянуть на рынок шире, то картина еще интереснее. Brainsway нашла свою уникальную нишу. По сути, это единственный игрок, который предлагает глубокую стимуляцию мозга без хирургического вмешательства. Итак, технология есть, бизнес-модель работает. Но выдержит ли все это проверка цифрами? Давайте копнем глубже в их финансовый отчет. И первое, что просто бросается в глаза, это ноль. У компании нет долгов. Для растущей компании из сектора медицинских технологий это огромная редкость и признак финансовой дисциплины. А в дополнение к нулевому долгу у них на счетах лежит солидная сумма — $68 миллионов. Это их подушка безопасности и топливо для роста в одном флаконе. Дает огромную свободу действий. Теперь немного о финансовой устойчивости. Индекс Альтмана — это такой индикатор риска банкротства. Все, что выше 3, уже хорошо, а у Brainsway почти 11. Проще говоря, компания стоит на ногах очень крепко. И еще один показатель — оценка Пиатроски. 8 баллов из 9 возможных. Это говорит о том, что финансовое здоровье компании не просто отличное, оно еще и продолжает улучшаться. И вот, пожалуй, самое убедительное. 10 кварталов подряд компания генерирует живые деньги. Это доказывает, что их бизнес-модель не просто красивая теория, она реально работает и сама себя финансирует. Финансовое здоровье — это, конечно, прекрасно. Но замечают ли это крупные, так называемые умные деньги? И да, еще как замечают. Посмотрите, кто среди держателей акций. Особенно показательно появление фонда ARK Invest, который известен своими ставками на прорывные технологии. Для рынка это очень сильный сигнал. Аналитики из Уолл-стрит тоже настроены весьма оптимистично. Общий вердикт — активно покупать, а целевые цены предполагают очень неплохой потенциал роста от текущих уровней. Хорошо, с текущей ситуацией все понятно. Но что дальше? За счет чего компания планирует расти? Давайте посмотрим на ключевые катализаторы. Тут есть сразу несколько мощных драйверов. Во-первых, инвестиции в Neuralife — это шаг на огромный рынок домашнего лечения. Во-вторых, расширяется страховое покрытие, что открывает доступ к новым пациентам. Ну и не стоит забывать про высокий операционный рычаг. С ростом выручки прибыль будет расти еще быстрее. Чтобы оценить перспективы, давайте рассмотрим 3 возможных сценария на 5 лет. Базовый — это стабильный рост на 25-30% в год. Бычий, если все катализаторы сработают на полную. Ну и медвежий, который учитывает возможные экономические и регуляторные риски. Что ж, мы рассмотрели технологию, финансы, катализаторы роста. Пора подводить итоги и формулировать окончательный инвестиционный вердикт. И если говорить о рисках, то в целом их профиль можно назвать умеренным. Финансовые риски минимальные, благодаря железобетонному балансу. Но, конечно, есть операционные и регуляторные моменты, которые нужно держать в уме. И вот финальная сводка ключевых показателей. Что мы видим? Растущую компанию малой капитализации, которая уже прибыльна, сидит на мешке денег без долгов и в которую активно заходят крупные фонды. Итак, все фундаментальные аргументы изложены. Уникальная технология, финансовая крепость, понятные драйверы роста. Остается главный вопрос, на который каждый инвестор отвечает сам. Является ли текущий момент той самой точкой входа в акции Brainsway?